Что происходит в Синьцзяне? Как уйгуры уживаются с китайцами? И чем они вообще себе зарабатывают на жизнь? Я приехал в Синьцзян, город Аксу, со съемочной группой из Пекина, чтобы снимать сюжет для центрального китайского телевидения. А вам я буду рассказывать и показывать все, что остается за их кадром. Выводы вы будете делать сами. Отправной точкой нашей синьцзянской экспедиции стал город Аксу, который находится на границе с Киргизией. Аксу – это уйгурское название города, которое означает «белая вода» из-за реки, которая протекает в этих местах, спускаясь с подножий гор Тяньшаня. Сегодня Аксу знаменит на весь Китай своими яблоками, суперсладкими, сочными и с маленькой сердцевиной. Многие местные жители и приезжие из других провинций заняты выращиванием фруктов, которые продаются по всему Китаю. Октябрь – это как раз сезон урожая яблок, и в эти дни тут проходит большой рекламный фестиваль, чтобы поддержать продажи фруктов. Китайское правительство не жалеет средств на продвижение региона в медиапространстве по всему миру. На фестиваль урожая яблок кроме нас еще пригласили 200 репортеров из других провинций Китая и из стран Африки и Азии для поддержания имиджа Китая в развивающихся странах. Давайте посмотрим, что за всем этим скрывается. Китайцы называют уйгуров танцующим народом. Да и сами уйгуры говорят про себя, что танцевать они уже умеют, как только научились ходить, а петь, как только научились говорить. На этом рекламном фестивале также было представлены местные народные ремесла и искусство. Так это они, значит, сами придумали эти костюмы и сшили. В принципе, элементы как в уйгурские, так и китайские здесь присутствуют. Выглядит все очень красочно. Вот. Но я думаю, что это больше подходит для танцев, или, может быть, для каких-то представлений, чем каждый день одевать. Хотя, в принципе, вот это платье мне в целом довольно нравится. Мне кажется, очень даже стильное. Оно как бы и традиционные присутствуют здесь элементы, и, в общем, довольно все интересно. Вот. Тут девушка еще, она в одежде казахов, то есть в Аксу еще живут казахи, но по-русски, видимо, они не понимают, потому что вот выросли в Китае. Вот. Но самое интересное на этом мероприятии было уже вечером на закрытом банкете для чиновников и VIP-гостей. Даже здесь и подписали Дула Миры, это мое имя китайское. Вот, и здесь у нас уже стоит целый ряд напитков. Давайте посмотрим, что это такое. Первый напиток это у нас что? Это я не знаю что, но второе это вино. Третье какой-то сок. Я не знаю, что это сок, но его здесь, видимо, нет. Четвертое это облепиховый сок. И пятое это водка. Это водка, да, ну, белая, да. Главное и не перепутайте и понять, что это такое. Вот это я еще не разобрался. Пойдемте посмотрим, чем здесь кормят чиновников и гостей вроде меня. Тамса, отлично. Лаваши синьцзянские. Так, это яичница с какой-то травой. Это, значит, у нас морской огурец, вроде бы, да, если не ошибаюсь. Это тофу, это стручки. Это у нас крылышки утиные или куриные, я не уверен. Ну, посмотрим, так. Это у нас, значит, картошка с курочкой. Так, еще что смотрим. Это у нас баранина, судя по всему, какая-то. Здесь, видимо, говядина. Вот у мужчины накладывают говядину себе. И это, смотрите, какая... это баранина, говорит. Так, мы ее попробуем. Так, и это у нас рыбища какая, смотрите, здоровенная, которую все уже расколупали. Так, еще салатик. Еще у нас что? Еще какие-то штуки непонятные. Еще мяско тут и помидорки, кстати, маринованные. И здесь у нас еще что? Лапша. Делают лапшу еще вот так вот. Ну, сейчас оценим. Здесь, видимо, арсенал для продолжения банкета. Блоки сигарет, водка. Или это просто так они
выставили здесь. Ну, прям, мне кажется, гуляние тут может и произойти так-то. Вполне возможно. Давайте посмотрим, через час это станет понятно. После вступительной речи мэра города Аксу, который, кстати, уйгур по национальности, банкет начался с чоканья бокалов и соответствующих звуков поглощения местных вкусностей. А потом уйгурские красавицы угощали всех яблоками, и пришло время рассказать о них поподробнее. О яблоках. Аксу находится на северо-западном краю пустыни Такламакан, как ее еще называют морем смерти. И 40 лет назад здесь бушевали песчаные бури, которые сильно затрудняли развитие сельского хозяйства и выращивание яблок в частности. Пустыня с каждым годом поглощала все больше плодородных земель, и местное население при поддержке центрального правительства Китая решило бороться за свое будущее. За последние 30 лет было высажено более 80 тысяч гектаров леса, чтобы оградить Аксу и его сельскохозяйственные угодья от пустыни. И новые урожаи яблок – это заслуженная плата за успех проекта Кекея. Большой Гао приехал в Аксу 20 лет назад из провинции Хэнань, чтобы выращивать яблоки. И сейчас в его саду около 1000 гектаров яблонь разных сортов, за которыми ухаживают местные крестьяне и рабочие из его родной провинции. В том году с его садов удалось собрать около 5000 тонн яблок, что определенно позитивно сказывается на развитии региона. А таких крупных садов здесь десятки и еще сотни малых. И пиар-акции с приглашением журналистов и блогеров – это усилие местного правительства сделать бренд яблок Аксу еще более популярным и дорогим. Кто видел мое видео про волосатых крабов из озера Янчэн, тот понимает, как это работает в Китае. Ну, я бы не сказал, что супер и роскошь какая, но в целом довольно-таки неплохо для провинциального города. Есть, наверное, и побогаче столы, но сегодня у нас будет вот так вот. Потом мы посмотрим, что едят простые синьцзянцы у себя в деревнях. Не прошло и часа, все уже разошлись. Кстати, напитки все оставили, это не для продолжения банкета, видимо, для как инсталляция, видимо, или для продажи, или что-то такое. Но вот банкета не будет, но будет сейчас небольшое представление. Мы пойдем его посмотрим. И вот с синьцзянскими девицами тут еще селфанемся и пойдем смотреть представление. Мы найдем и доставим вам спецоборудование для вашего производства напрямую от китайских производителей. Мы уже поставляем конвейерные системы для аэропортов России, складское оборудование для Wildberries и Озон, пищевое оборудование для Морозко и Мираторг, сталелитейку, машины для горной добычи. По факту найдем все, что нужно. Мы с Китаем уже давно. И мы настоящие. Астротрейдинг! Кидайте ваш запрос по спецоборудованию мне в телеграм-канал, ссылка в описании. А мы продолжаем. После очень красочного представления мы поедем в соседний город Куча, чтобы посмотреть на жизнь простых уйгуров и узнать побольше об этих местах. На представление собрался полный зал. Это будет что-то местное, традиционное, танцы, песни, пляски. Сейчас посмотрим. Все покажу. Shima
уйгурского танго мы переместились в древний город Кучар, который находится в 200 километрах от Аксу. И здесь я хотел бы немного рассказать об особенностях географического положения Синьцзяна. Синьцзян-Уйгурский автономный район, так он официально называется в Китае, это самая большая провинция Поднебесной, которая занимает почти 1/5 от всей площади страны. Синьцзян расположен в самой западной части Китая и разделен на две части горным хребтом Тяньшань, на северный Синьцзян и, соответственно, на южный Синьцзян. Северный Синьцзян хорошо промышленно развит и также знаменит своими бескрайними степными кочевьями. Природа тут более благоприятная, поэтому экономическая ситуация намного лучше. Большую часть южного же Синьцзяна занимает суровая пустыня Такламакан, и регион живет за счет сельского хозяйства в бассейне реки Тарим. Уйгуров в Синьцзяне около 12 миллионов, что примерно 44% от населения всей провинции. И большая их часть проживает именно в южном Синьцзяне. Эти места имеют очень богатую историю, про которую сейчас немного расскажу, а к современности мы вернемся немного попозже. Первые цивилизации в этих местах появились еще около 1500 лет до нашей эры, и здесь до сих пор находят мумий спорного происхождения. Однако рассвет региона пришелся на становление первого шелкового пути примерно 2000 лет назад при династии Хань. Около городов Аксу и Кучар, которые я показываю в этом выпуске, находится очень важный перевал Бедель, который соединяет Китай и Киргизию, таким образом открывая дорогу для товаров с востока на запад и обратно. Видите, шелковый путь здесь, он разветвлялся на три ветки. Северная, центральная и южная. То есть здесь это идет на Индию, здесь на Иран, и это по северной части, значит, к Черному морю. Именно отсюда буддизм, а далее и ислам начали проникать в Китай. Поэтому эти места всегда были значимым центром торговли и культуры, где смешивались десятки языков и народных традиций. Например, этот традиционный красочный танец у уйгуров называется танец самовар, хотя тут никто не говорит по-русски. В общем, места крайне интересные, и местное правительство сейчас вкладывает немало усилий, чтобы облагородить туристическую инфраструктуру и заработать с туристов из других провинций. Рыдзе родилась в Куче и всю жизнь здесь живет, но она училась в Урумчи еще в институте, и сейчас она работает гидом и показывает туристам свой родной город. Риция уйгурка и коренная кучанка. Ее родители и бабушки с дедушками все родились в этом городе Кучар. Она очень хорошо без акцента говорит по-китайски и поэтому неплохо зарабатывает, работая гидом для туристов. Китайский язык в Китае сейчас нужно учить обязательно всем, начиная с детского садика. Однако уйгурам китайский дается особенно трудно, так как в их тюркском языке нет тонов и иероглифов. 25 лет назад, в 2000 году, всего 50% населения Китая говорило по-китайски, то есть на северном диалекте, на мандарине. Вот. Поэтому то, что сейчас всех стараются перевести на китайский, это не только происходит здесь, в Синьцзяне, это вообще общекитайская тема, потому что хотят, чтобы все так или иначе говорили на одном государственном языке. Поэтому школы здесь, то есть и китайский здесь учат с самого детского садика, то есть и школа потом, и старшая школа, и институты, ну это само собой уже. Вот. Но школьникам также дается опция выбрать еще и уйгурский язык как опциональный. Вот. Поэтому все-таки языковая традиция здесь не умирает и сохраняется. И вот я хожу здесь по городу, по улицам, вижу везде эти надписи, я слышу эту речь, которая совсем не китайская, а тюркская, да, это вот. И иногда я ловлю себя на мысли, что я не в Китае где-то, а не знаю, в Узбекистане где-то. Вот, поэтому с языком тут все очень даже живо. Нельзя сказать, что все уйгуры в восторге от такой языковой политики. Однако центральное китайское правительство
рассматривает Синьцзян на равных с другими провинциями и ведет такую же языковую политику, как и везде. А для того, чтобы напоминать местным уйгурам, что они являются частью Китая, здесь, в Южном Синьцзяне, в каждом городском дворе и в каждой деревне уже на протяжении многих лет каждый понедельник в 10 утра устраивают церемонию с поднятием государственного флага Китая и пением гимна. Сейчас фактически все молодые уйгуры, такие как Риция, неплохо говорят по-китайски, потому что учили его в школе. И дальше перед каждым из них стоит выбор – интегрироваться в большое китайское общество или остаться жить у себя в небольшом замкнутом кругу, занимаясь простой работой, как выпечка лавашей, про которую расскажу чуть подробнее позже. А пока вернемся к Риции в Тополиный лес. Очень необычная для Синьцзяна вещь – это Тополиный лес. Мы ехали до этого места аж 3 часа. Через степи, через пустыни, где, кстати, добывают нефть, через хлопковые поля. И приехали. Сейчас вот тут около 3 часов мы снимали еще сюжет для китайского телевидения, потому что тут хотят из этого места сделать туристический комплекс, потому что это место очень необычное для китайцев и для Синьцзяна в частности. Ну, потому что тут лесов вообще очень мало. Хотя, в принципе, для меня, как для жителя северных широт, ну, тополя, ля-ля. Что такого? Желтенькие, красивые и правда. Но чтобы ехать 3 часа по пустыне сюда, ну, такое себе. Но так или иначе, здесь хотят сделать целый туристический комплекс там и провести хорошую дорогу, столовые, туалеты там и собирать деньги за вход с туристов с большой земли, так сказать. Кстати, пока мы ехали до этого леса, я видел немало хлопковых полей, на которых, по заявлениям авторитетных западных медиа, должны работать заключенные из синьцзянских лагерей. Заключенных на полях я не приметил, но видел работающие комбайны. Думаю, что пришло время рассказать то, что я знаю о так называемых репрессиях в отношении уйгуров в Синьцзяне. Я живу в Китае уже 11 лет, и это моя 3-я поездка в Синьцзян. Конечно же, всей ситуации я знать не могу, но кое-что наблюдаю, хочу с вами поделиться этими самыми наблюдениями. Южный Синьцзян, даже несмотря на постоянные вливания из центра, все еще довольно экономически отстающий регион. Плюс здесь ко всему проходит граница с Афганистаном и Пакистаном. Ну и, соответственно, быт тюркоязычных мусульман довольно сильно отличается от быта китайцев из центральных и восточных провинций. Поэтому почва здесь для радикальной исламизации довольно-таки благодатная, что, собственно, и происходило. Еще 10 лет назад в Синьцзяне, да и вообще по всей стране, по всему Китаю, происходили довольно-таки кровопролитные теракты, связанные с радикальными исламистами из Синьцзяна. Когда я первый раз приехал в Синьцзян, это было 9 лет назад, в город Урумчи, это столица провинции, я был в шоке от того, что по улицам ездят полицейские броневики, и на перекрестках стоят огневые точки с автоматчиками. Ну прямо, в общем, атмосфера была очень напряженная, совершенно несравнимая с тем, что сейчас я ощущаю здесь, в городе Кучар, в Южном Синьцзяне. Здесь примерно такой же чил, как и в любой другой китайской провинции, по которым я езжу довольно много. Бытует мнение, которое очень активно поддерживается авторитетными западными СМИ, что Синьцзян – это тюрьма под открытым небом, цифровой концлагерь, где всячески репрессируют уйгуров и других мусульман, и что лично Си Цзиньпин во главе со злобными коммунистами тут устроил настоящий геноцид. Но ту реальность, которую я вижу и слышу от людей, она очень сильно отличается от этих фантазий. Я хожу по улицам южно-синьцзянского города Кучар, где подавляющее население это уйгуры, и почти не вижу полицейских. Камер наружного наблюдения здесь намного меньше, чем в том же Шанхае, где я живу. А тему социальным рейтингом кто только уже не опровергал. Даже гроза всех диктаторских режимов, Варламов,
ничего подобного здесь не обнаружил. Кучанская чайхана, Абу Датыр и маму. Сидим, пьем чай и слушаем песни. Чай на травах, не соленый и не сладкий. Но чашка вот реально большая. Вот моя рука, прям чашка огромная, можно сказать. Можно целый день тут сидеть и слушать песни, которые тоже не заканчиваются никогда. Но нет дыма без огня, как говорится, и ограничительные меры для уйгуров все же существуют. Мужики в чайхане, как вы могли заметить, сидят без бород, хотя у уйгуров по мусульманской традиции принято носить бороды. Китайское правительство запрещает использование определенной мусульманской атрибутики, такой как, например, ношение бород определенной длины у мужчин или платки у женщин, или называть детей именами с прямым религиозным подтекстом, такие как Мухаммед, Джихад, Медина и тому подобное. Исповедовать ислам и ограничивать себя в еде не запрещено. Работают мечети, и все желающие могут приходить на намаз. Но для чего все эти странные ограничения? Китайское правительство не имеет цели как-то принизить достоинство или поиздеваться над уйгурами, а делает это все для того, чтобы ограничить влияние внешнего мусульманского мира на Синьцзян. В пример можно привести христианство. В Китае проживает около 80 миллионов христиан, в основном католики. И существует тысячи храмов, где можно беспрепятственно собраться на службу. Но есть один очень важный нюанс. Христиане в Китае никак не связаны с Ватиканом, а китайская католическая церковь замыкается на себе и не имеет влияния извне. То же самое уже фактически сделали в Синьцзяне. Проповедники из Пакистана или Саудовской Аравии не имеют здесь своего влияния. Идеология коммунистической партии Китая ставится вперед религий и верований, и ограничения, связанные с мусульманской атрибутикой, имеют именно эти цели. Саму религию никто не запрещает. Даже когда мы снимаем сюжет для центрального китайского телевидения со съемочной группой из Пекина про город Кучар, который очень богат своей буддийской традицией, они очень внимательно следят за тем, чтобы никакие буддийские картины и статуи Будды не попадали в кадр, потому что это тоже запрещено показывать по центральному китайскому телевидению. Никаких исключений не бывает. Очень забавно так читать по китайским иероглифам. Это получается Абудирахман. Абдурахман. Или здесь еще Айхмат. Ахмат. Давайте посмотрим на условия работы простых пекарей кучанских лавашей. Лаваши – это основной гарнир у уйгуров, и поэтому таких пекарен очень много по всему городу. Особенностью кучанских лавашей является их внушительный размер, ну и по вкусу они тоже незабываемые. Лаваши пекут в основном мужчины, а женщины помогают с начинкой. И это семейные подряды. Работа не самая легкая. Температура в тандыре довольно высокая, и пекарь залезает туда по 500 раз в день. Я поинтересовался у ребят про их зарплату и узнал, что в месяц пекарь лавашей получает от 4 до 5 тысяч юаней, что примерно $700. И в целом это очень неплохо для отдаленного региона. Местное правительство старается поддержать бизнес пекарей. Из кучанских лавашей делают бренд, строят декорации и ознакомительные центры для туристов. Китайцы из других провинций с радостью их пробуют. Владелец одной из лавок сообщил, что в хороший день удается продать до 2000 лавашей. Также эти лаваши активно продаются через интернет-площадки и рассылаются по всей стране. Работа тяжелая, но приносит доход.
Пока мы ездили по Южному Синьцзяну со съемочной группой между локациями, я очень часто замечал довольно странные строения вдоль дороги, как будто какие-то огороженные... Неужели лагеря? Но все оказалось довольно банально. Так уйгуры строят свои дома. То есть двор выходит не наружу, а вовнутрь. Ты открываешь дверь, и там небольшой дворик и жилые помещения. И это не что-то новое, это довольно старая традиция, которая уходит вглубь веков. По заявлениям авторитетных западных СМИ, в Синьцзяне в концлагерях сидит до 3 миллионов уйгуров. И доказательством к этой информации приводятся снимки со спутников. Может быть, они уйгуров в своих домах считают? За свою третью поездку в Синьцзян, которая длилась около недели, я, мне кажется, еще больше проникся этим местом, радушием местных жителей, красотами местных пейзажей, с этим диким смешением языков, культуры, народов. Мне кажется, что Синьцзян — это то место, которое обязательно нужно посетить и посмотреть своими глазами, что здесь на самом деле происходит. Если у вас есть такая возможность, то приезжайте в Китай и посмотрите, что здесь вообще происходит на самом деле, как живут люди. И, ребята, если вам понравилось видео, то вы знаете, что делать. И через неделю у меня будет уже новый ролик про другое место, потому что мы ездим по Китаю очень много. И спасибо вам за поддержку. Пока.